Ну что ж, я отправляюсь на свою первую зарубежную конференцию. На дорожку. Зацените лук, зацените количество вещей. Забываю всегда. Погодка расстраивает. Ну, не то, чтобы у нас были большие от нее ожидания. Так, это наше. Так, ну, в Венгрии проблемы с английским, потому что женщина на кассе меня вообще не поняла. Пришлось подойти к молодой девчонке с вот такими ресницами. Ай, короче, J4 у меня платформа. J это значит, сейчас вам покажу. J это значит job. Без понятия, как это все, да, читается. Но это значит направо. А B, баль, это значит налево. И мой поезд будет, она сказала, опаздывать на 26 минут. Класс. Вот ко мне подошел контролер, сказал переводчик, потому что по-английски он опять не бум-бум, не кукареку. И он мне переводчики показал, что из-за строительства там каких-то ремонтных работ ходят автобусы от каких-то станций. Он сказал мне, что мне нужно выйти на такой-то там остановке и доехать на автобусе до другой. И уже от той ехать. Но сейчас вот у меня пробили второй раз билет. Парень посмотрел, и он такой: и я не понимаю, мне нужно на автобус садиться, не нужно. Сейчас вот будем выяснять. Сейчас мы его увидим. Притормозим. Вот, пожалуйста, пересадка. Так, ну вроде добрый кондуктор нас довел. Но там что-то непонятное. Надеюсь, я туда села, потому что никто не говорит по-английски. По-немецки женщина говорила. Вроде сели. Сложно как-то. Тут по всей Венгрии такая ситуация. Ну, хоть не в 5 утра доедем. На комфорте. О, ну зацените. Венгерские вайбы. Наконец-то мы тут. Наконец-то. Мы приехали. Ну, смотрите, как встречают. Ну, во-первых, правильно. Очень прикольно, там пианино стоит. Парень там на нем поиграл. Конечно, расстроенная, что уж там говорить. Но надо было тоже что-то сбацать. Но ничего, мы уезжать будем в 5 утра. Сбацаем, правильно? Правильно. Правильно. Куда я вообще иду? Ну, что я могу сказать? Добирались мы без комментариев. Очень интересно. Ну, такой вот город. Тихий, спокойный. Сейчас доберемся до нашего ночлега и спать. Завтра в 8:15 встреча на центральной площади. Так,
Я очень сильно заплутала. Но вот что-то... Они мне писали про стеклянную дверь. О, что-то про дом. Что-то похожее на дом. Похоже на наш ночлег. Похоже. Очень похоже. Мне только надо ключ взять. Тут такое написано. Это куда? Это куда? Ла-ла-ла. Первый. А какой пароль? Ой. Так, пароль вроде подобрали. Папа чьёс. Там, наверное, спят. Никого. Фух. Ну, теперь можно и спать. А где свет? О! Видали? Как прикольно. Ну что же, как говорится, на новом месте приснись жених невесте. Поэтому меня там ждут. Завтра рано вставать. Завтра умный день. Основной день. Поэтому всем спокойной ночи. Доброе утро. Если честно, вот предвкушаю вот этот вот обстановку социализации. А мне так хорошо в кроватке. Так вот это вот все, ну надо. Вот это вот hi, hello, oh nice to meet you. Ну ладно, погнали. Так, ну план какой? План вообще дойти до супермаркета, посмотреть, что тут есть, и дойти до места пункта сбора встречи. Что, мусор какой-то, что ли? Вот тут мы остановились. Что, вы понимали? Симпатично. Вот вы, наверное, задаетесь вопросу, да? Как хорошо я готова к сегодняшней презентации. Надо бы прогнать хоть разочек, но я выступаю в самом конце. Поэтому в планах, если честно, во время остальных это все репетировать. Вот это вот главная площадь, на которой мы встречаемся. Ну, вы помните, я ее вечером проходила. Ну, вот это похоже на центральную площадь. По вайбу. Но мы сейчас повернем. Если честно, вот я иду, как будто то ли сегодня экзамен какой-то, столько молодых людей в костюмах. Так, вообще девчонки должны ждать у памятника. Вот я думаю, что вот они. So how are your impressions from your presentation?
I'm quite proud of myself, even though it was stressful, especially the question section. Yes. Mostly because you cannot be prepared for that. So the questions were really nice and very interesting, but just the fact that you don't know what you're going to be asked makes it adds a little bit, right? But yeah, I'm proud of myself. Good for you. How do you find this conference so far? It's almost the same question. Okay. No, it's different. Like, did you like the first session? I did like it, but I was so stressed out because of my presentation that I couldn't really pay as much attention to others as I wish I could. So now I'm going to pay Enjoy more it. attention to everybody else. Good, thank you. Мы идем кушать. Как вам птицы? Надо было тоже что-то сбацать. Чего мы уезжать будем в 5 утра? Сбацаем, правильно? Вышло солнце. Что... Ой. Значит, из шоколада вот с такими интересными сочетаниями. Ананас, банан. Видите, какое прикольное издание у Натальи. Даже вот такое есть. Ну, чтобы вы ничего не подумали. Мне так классно чилилось в ТЦ, что я опоздала на свой автобус. Ну, вы там, если переживали, то не переживайте. Разорились, но новый билет купили. Хорошо, да, бы он и есть. Через 2 часа меньше, 1,5. Но мы сидим уже на месте, не в ТЦ. Никуда мы больше не пойдем. Потому что там был очень классный шопинг в Шпаре. Что-то меня занесло. Ну, хоть позавтракаем нормально. И знаете, что я вам могу сказать? Какая философия? Философия такая, что случилось, то случилось. Без лишних сожалений. Потому что ваши сожаления никому не нужны. Они ничего не исправят. Надо проанализировать ситуацию, а почему так случилось. И исправить косячок. Все. Дальше. Я сейчас помру. Просто чудом. Короче, у меня запросили штраф. Ну как штраф? Оплатить билет в поезде, хотя мы купили его онлайн. Но онлайн это не работает. Поэтому меня попросили купить билет в поезде, хотя мне ехать было одну остановку. И он опоздал.
И я бежала по незнакомым мне улицам, как ненормальная. Надеюсь, что автобус задержится. Я уже там остановила один автобус, они мне сигналили, типа, чё? А я, я же не знаю, это мой или не мой, я уже просто цепляюсь. Добежала, увидела 160 номер. Помогите. Кто много работает, тот должен вкусно есть. Что могу отметить? Очень повезло с погодой, потому что нет дождя и есть солнце. Мы к прогулке подготовились, но, конечно, один туалет на весь ТЦ – это у меня вопрос. Еще спасибо, что не платно его сделали, а то у вас такой ажиотаж, что очередь на километр. Я в шоке. Пока, если честно, я вот даже не могу уйти из торговой зоны. Мне интересна архитектура, но я пока застряла вот во всем этом. Из плохих новостей у меня очень болит палец. Я иду прихрамывая, а еще натирает правая нога. Но у нас выбора нет. Нам нужно посмотреть город. Правильно? Правильно. Ну, наконец-то, какой-то вайб, который нравится. Сейчас выйдем. Идет мне? Я считаю, да. Ну и по классике вопрос. Жила бы я в таком? Жила. Вот за что минус вайп, так за вот это. Вообще минус вайп. Да ладно. Ну, норм. Это красиво. Это красиво. И мы купили билет. Ну, а чем нам еще заняться, правильно, в субботний вечер? Так, у нас небольшой привал на перекус. Круассан. Ой. Хочу открыть печеньку. Специально для вас. Порвала.
Значит, тут еще есть местный десерт аяшейки. Это какой-то творожный десерт с пудингом, что-то такое. Я хотела его попробовать, но он закончился, понимаете. Ну что же, а мы под лучи садящего солнца, ну как, еще не садящегося, конечно, идем на концерт. Мне сказали, что мне ничего не будет видно, и что я сижу прямо у оркестра, но я сказала, мне главное музыка. Ну и 10 евро, да, цена. Ну, красота. Ну что же, мы заходим внутрь, потому что у нас концерт. Итак, мы заходим. Ну вот мы где-то... О, шик! Италия, Италия.
Я не знаю, слышите ли вы этот русский тусич. Ну, значит, ситуация следующая. Мне попался чокнутый водитель, который меня не пустил с моим ВНЖ. Потому что он сказал, что нужен паспорт. Он меня пихал, на меня орал. Ну, в итоге я силой пробралась, он сказал, я вызываю полицию. Я говорю, вызывайте. Приехала полиция. И сказали мне, что без паспорта мне как бы не пересечь границу. Хотя меня никто не спрашивал паспорт. Я говорю, ну я пересекла, понимаете, сколько стран. Я сюда же приехала сегодня. И никто мне ничего не спросил. Они сказали, должны были спросить. Сказали, штраф 40 евро. Я говорю, я заплачу. Они говорят, если водитель разрешит, поедете. Водитель не разрешил. Ну что же, мы провели почти бессонную ночь. Надеемся на поезд. Чуть-чуть задерживается. Ну как чуть-чуть. Короче, что произошло? Ну, естественно, я видела, что на станции были 4 полицейских. И как бы понятно, что они зайдут в поезд по-любому. Но я типа сплю. Они заходят, такие, гайзе пас. Я такая, показываю им вид на жительство. Потому что, ну, паспорт я не брала. Они смотрят и такие, паспорт? Я такая, паспорта нет. На что они говорят, ну, у вас должен быть паспорт. А где ваш паспорт? Куда вы едете? Я говорю, в Прагу, потом в Грац. А где ваш паспорт? Где вы живете? Я говорю, в Грац. Где ваш паспорт? В Грац. И, в общем, он говорит, ну, вы должны его всегда брать, иначе штраф, там, 50 евро, я не понимаю, будет штраф, не будет. Я думаю, но они потом смотрят, я думаю, сейчас придется платить. А я готова. Я готова, просто дайте мне доехать, пожалуйста, в кровать, домой. И они что-то смотрят, что-то там думают. Я думаю, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. И, в общем, он говорит, у вас с этим картой, у вас должен быть, вы должны носить паспорт. И я говорю, правда? Просто я была в Венгрии, в Праге, в Дрездене, мне никто ничего не сказал. Они такие, нет, надо ездить с паспортом. Я такая, то есть каждый раз, когда я куда-то путешествую, мне нужно брать и это, и это. Они такие, да. Я говорю, ах, вот оно что. И они мне сказали, хорошего путешествия, пока, до свидания. Я надеюсь, что все нормально будет. Цыпленок жареный, цыпленок пареный, пошел по Невскому гулять. Его поймали, арестовали, велели паспорт показать. Паспорта нету, гони монету, монеты нет. Чтобы вы понимали, на вокзале я почти не спала. Я старалась что-то слушать, но меня иногда просто отрубало, естественно. Где-то в районе 4 утра ко мне подходит парень, что-то говорит на немецком, но я понимаю, что он меня просит провод или зарядку. Я говорю, сожалею, но меня нету. Он меня переспрашивает, я вообще не понимаю, что он мне говорит. Я говорю, давайте на английском. Он говорит, провод есть? Я говорю, у меня Type-C, не USB. И он такой, ну не возвращаешь, если я подсяду? Я говорю, да нет, ну вроде парень норм, адекватный. Но он мне заявляет, я просто немного пьяный, на тусовке был. Кстати, вот тусовку устраивала моя русская подруга лучшая. Я еще немного, да, хай, потому что я там покурил еще, и я думаю, окей. Говорю, я просто жду, когда откроется магазин в 5 утра, потому что мне нужно что-то поесть, потому что, да, меня не отпускает. И я сижу такая, ой, какие темы мы только не затронули. И он мне сказал, что да, в Германии с этим все строго. Короче, мой поезд, естественно, опоздал. Спасибо немецким железным дорогам на 25 минут. И поезд уехал 3 минуты назад.
Я пошла в ticket service, чтобы сказать, потому что есть поезд, через час. Могу ли я на него сесть со своим билетом, не доплачивая? Потому что доплачивает, если покупать новый билет, это 90 евро, я думаю, да хоть бы уехать, вот честно. И я подошла к женщине, говорю, вот так и так, опоздал поезд, но есть другой в 10:35. Можно ли как-то мне воспользоваться этим же билетом и просто сесть на другой поезд? И она мне дала вот две бумажки. Одна типа билет, другая сказала, что он опоздал. Зависит, да? Честно, я не верю, что я приехала. Я уже думала, что я застряла в Германии, что мне привезут я не знаю, этот паспорт, потому что ключи от квартиры только у меня. Ой, этот трип, это просто страшный сон наяву. Вот реально, вот все, что со мной произошло, а там было столько моментов, что, как будто дальше уже некуда. Ой, мы дома. Как дома? Вы поняли? Мы в Австрии. Так, паспорт, ребят, если вдруг вы решите, вот так вот поэкспериментировать, да? И размечтаетесь, что у вас там вид на жительство, и вы теперь европейка, как я. Стопе. Да. Нет. Мне европейское гражданство никто не отменял. Почему я об этом забыла? Ой, в общем, это влог просто «Выжить в Европе» назовем. А просто понимаете, развитие сценариев было миллион. Меня могли отвезти в полицию, меня могли отнять в ВНЖ. Да, я не хочу об этом думать. Да, косяк большой. Очень. Надо проанализировать ситуацию, а почему так случилось? И исправить косячок. Ой, я никогда не была так счастлива в своей жизни. И, конечно же, лейтмотив этого влога.